Привет, друзья! Сложно представить себе более грациозное, благородное и восхитительное животное, чем лошадь. Она служит человеку испокон веков. Про них писали сказки, посвящали стихи, и очень часто конь становился спасителем героев в неравном бою. Пород лошадей в мире очень много, и одни из них стоят сравнительно недорого, а вот другие превышают стоимость даже современной квартиры в центре города. Высокая цена скакуна складывается из множества факторов, таких как чистокровность, окрас или участие на разнообразных соревнованиях. С вами канал Top Smiles, и сегодня мы расскажем вам о самых дорогих породах лошадей, которые ныне существуют в мире. Поехали! Фрисская лошадь. Зарождением этих поистине величественных лошадей считается северный регион Нидерландов, провинция Фрисландия. В результате скрещивания рабочих лошадей тяжеловозов с барберийскими и андалузскими породами появились выносливые, крепкие, но довольно изящные животные, отличающиеся резвостью и грациозностью движений. Основное предназначение фризов – это каретная лошадь. В эпоху барокко вороных красавцев разводили на датском королевском конезаводе. Они были парадными лошадьми знати, и даже королей. Однако в меньшей степени их применяли и в военных походах, и даже в сельском хозяйстве. Фриз является не очень крупной лошадью, с высотой в холке от 152 до 165 см, элегантная и высокая, имеющая ярко выраженный упряжной склад. Масть может быть только вороной, хотя до начала 20 века существовало множество гнедых лошадей. У этих животных изящные, хорошо развитые ноги, с густой длинной шерстью в нижней части, которая практически полностью закрывает копыта. Хвост и гриву фрисской породе не стригут на протяжении жизни, поэтому уже к 5-7 годам они превращаются в густую длинную копну, эффектно развивающуюся при беге. На Западе эту породу очень часто называют черной жемчужиной, а стоят эти красавцы от 30 до 600 тысяч долларов. Порода Морган. История этой породы начинается с маленького жеребенка по кличке Фигер, которого привез в небольшой американский городок Рэндольф некий гражданин Джастин Морган, по имени которого в дальнейшем и была названа данная порода. Будучи очень бедным человеком, Морган пытался заработать на своем коне, одалживая его местным фермерам за определенную сумму денег. Жеребенка использовали для вспашки поля, для очистки территорий от бревен и пней, в упряжи и других работах, и очень быстро стали замечать, что этот конь был быстрее и сильнее большинства других лошадей, имея рост в холке всего лишь 142 см, и живой массой тела в 430 кг, жеребец обладал недюжинной силой. Но все же все современные представители этой породы восходят к трем сыновьям Фигера – Шерману, Вудбери и Бурлашу, которые по силе ничем не уступали отцу. На сегодняшний день Морганы участвуют в различных соревнованиях. Выездка в стиле вестерн, охотничий конкур, либо конное троеборье. Отлично зарекомендовали себя в сельскохозяйственной отрасли, в транспортировке грузов и перевозке частных экипажей. Благородные и живые лошади, умные и с добродушным характером. На 2005 год в мире насчитывалось 175 тысяч представителей этой породы. И разумеется, большая часть этого поголовья приходится в США. Важную роль Морганы сыграли в создании многих американских пород лошадей, таких как Теннессийская и Альбина. Стоимость жеребца в пределах 55 тысяч долларов США. Клайдисдаль. Одна из наиболее популярных тяжеловозных пород лошадей в мире, которая своим названием обязана реке Клайд, что в Шотландии, в окрестностях которой и появились эти силачи лошадиного мира. Их относят к тяжелоупряжной разновидности и вполне справедливо называют гигантами, ведь вес коня иногда может превышать 1 тонну. Порода была выведена из фламандских жеребцов, импортированных в Шотландию и скрещенных с местными кобылами. Благодаря своим потрясающим выносливым качествам, клайдисдали использовались в тяжелых сельскохозяйственных нуждах и для грузоперевозок. Сегодня же этих коней также используют в сельском хозяйстве, на лесозаготовках и в упряжи. Некоторые используются для верховой езды и в качестве шоу-лошадей. Также клайдисдали и шайры используются дворцовой кавалерией, на парадах и церемониальных мероприятиях. При своих достаточно крупных габаритах, эти красавцы отличаются гармоничным телосложением, с ростом в холке от 170 до 183 см. И как большинство тягловых лошадей, клайдисдаль спокойное, доброе и умное животное,
которое сильно привязывается к своему владельцу и становится его преданным спутником. В 90-х годах прошлого столетия популярность и численность породы начали расти, и по состоянию на 2010 год было зарегистрировано более 5000 голов, из которых более 2500 проживают в США. Средняя стоимость животного составляет от 3 до 5 тысяч долларов, но цена может быть и больше, так как экземпляры с белыми отметинами на морде и ногах востребованы, и стоит гораздо дороже. Мустанг является довольно узнаваемой породой лошадей, которая известна всем нам с детства по книгам об американских прериях. Эта лошадь имеет довольно сложный характер и почти не поддается дрессировке. При этом сила, грация и невероятная скорость данной лошади очень привлекают к ней внимание. Характерные черты этой породы довольно размыты из-за смешанного происхождения, но все они одинаково выносливы, крепкие и сильны. Считается, что произошли они на североамериканском материке, хотя много тысячелетий назад все кони на нем исчезли как вид, то есть вымерли. Но в 18 веке, после завоевания Америки испанскими конкистадорами, там снова появились завезенные лошади. Местные же аборигены не желали использовать животных иначе как в пищу, что и проделывали с мустангами, вследствие чего они отбивались от людей. И уже к середине 19 века по прериям скакали вольные лошади, в количестве примерно 2 миллионов особей. Рост животного не слишком высокий, и примерно варьируется от 140 до 153 сантиметров, при среднем весе в 400-600 килограмм. Скорость они способны развивать совершенно невероятную, и их выносливость отлично подтверждает тот факт, что эти кони способны обходиться без воды и пищи, пробегая без остановки до 140 километров. Покорение мустанга – это дело довольно непростое, и во многих случаях провальное. Но если уж лошадь выберет человека в качестве хозяина, то покориться ему и станет преданной. Других способов завоевать симпатию животного не существует. Живут жеребцы максимально до 30 лет, и в настоящее время численность этих коней в мире составляет около 30 тысяч голов. Стоимость такой лошадки может достигать 50-60 тысяч долларов. Шетландский пони. Это одна из самых маленьких пород пони, сформировавшаяся на севере Шотландии на Шетландских островах, и одна из самых многочисленных пород лошадей в мире. Хотя ростом эти лошадки невелики, конституция у них довольно крепкая, и они далеко не производят впечатление декоративной лошади, а скорее напоминают тяжеловоза в миниатюре. По характеру шетландские пони умные и сообразительные, самостоятельные и смелые, и эти качества выработались у них в процессе эволюции, ведь им приходилось самим о себе заботиться в суровых северных условиях. Но несмотря на всю доброту этих животных, эта самостоятельность порой выражается в упрямстве, так что заводчику придется приложить усилия, чтобы найти общий язык с лошадью. А богатырская сила шетландских пони отнюдь не преувеличение. Эти маленькие лошадки, в пересчете на массу тела способны перевозить груз в 2 раза тяжелее, чем любая другая лошадь. По словам одного путешественника, в 1705 году фермер и его жена могли проехать на свине такого пони около 13 километров, при том, что это животное человек вполне мог поднять сам. В наши дни шетландские пони чаще всего работают прогулочными либо спортивными лошадьми для детей, выступают на детских соревнованиях по конкуру и выездке, участвуют в скачках. Средняя продолжительность жизни при хорошем уходе составляет около 30 лет, а цена варьируется от 500 до 1500 долларов. Арабская чистокровная лошадь. Эта порода является едва ли не самой древней из современных пород, и появившаяся на Аравийском полуострове около 1500 лет назад, формировалась в сухом и жарком климате. В те времена арабы вели нескончаемые войны друг с другом и с соседями, поэтому нуждались в сильных и выносливых лошадях, в результате чего целенаправленный отбор позволил вывести хорошее, сбитое и удивительно выносливое и быстрое животное. Результат селекции оказался настолько удачным, что арабская порода лошадей превратилась в самое главное богатство аравийских кочевников. Этих животных запрещалось продавать иностранцам под угрозой смерти, а местные законы запрещали скрещивать их с другими породами, что и позволило сохранить чистоту популяции на протяжении веков. Характерными чертами этих коней считается вспыльчивость, чрезмерная эмоциональность и напористость, но вместе с тем они очень живые, любознательные и общительные, быстро привязываются к хозяину и к дому в целом. Обладают невероятной выносливостью, и невзирая на невысокий рост, который составляет около 153 сантиметров, они способны проделывать очень долгий путь и преодолевать большие расстояния вместе с наездником, со скоростью до 60 км в час.
Сегодня арабские кони востребованы в конном спорте, туризме и приватной верховой езде. Купить такую лошадь можно на аукционах и у частных лиц. Дороже всего ценятся скакуны черного цвета. Средняя стоимость араба составляет 130 тысяч долларов, но может быть и значительно выше. Андалузская лошадь. Порода испанского происхождения, которая названа в честь южной провинции Испании, Андалузии, и имеет довольно древнюю историю, восходящую к иберийским лошадям. Предполагается, что значительное влияние на нее было оказано скрещиванием иберийской лошади с нумидийской, происходящей из Северной Африки. А рассвета и окончательного формирования андалузская порода достигла в XVI-XVIII веках, где широко использовалась в кавалерии. Ведь кони этой породы очень послушны, умны и психологически устойчивы, что является незаменимыми качествами в военном деле, идеально подходят для дрессировки и легко поддаются обучению. Также обладают резвым нравом, дружелюбным характером и удивительно спокойным отношением к человеку, что очень важно для управления лошадью. Интересной деталью является то, что андалузами могут управлять даже дети. Для сохранения этой породы в 1912 году начата племенная книга, и ведется работа по снижению на нее арабской лошади, а также предложено новое название – чистокровная испанская лошадь. В последние пару десятилетий порода очень приобрела популярность, была представлена на Олимпийских играх, принимает участие в различных шоу, цирковых программах и киноиндустрии. Андалузы довольно многочисленны и насчитывают в мире порядка 200 тысяч особей. Стоимость такой лошадки варьируется от 15 до 60 тысяч долларов США. Порода лошади Апалуза. История зарождения такой породы лошадей, как Апалуза, идет еще с древних времен, отличаясь невероятными и захватывающими событиями. Вообще родиной породы признана Северная Америка. Лошадки появились где-то в долине реки Палус, ныне штат Айдахо, отсюда и вытекает наименование породы. В Америку Апалузу привезли испанцы, а их популяцию наладили индейцы племени Неперси, меняя и продавая красивых животных на разные товары. Имея огромную симпатию к лошадям, апачи одомашнили их в XVI веке, и с помощью скрещивания сформировали удивительную породу, которая отличалась быстротой, выносливостью и надежностью. Селекционная работа шла в индейском племени долгие десятилетия, в результате чего в породе появился мутирующий ген, от которого и пошли все отличительные черты Апалузы: пестрый окрас, полосатые копыта и белая конъюнктива, видимая в нормальном положении глаз. Характер у Апалуз спокойный и вежливый. Лошади бесстрашные, активные и сообразительные, легко обучаемые. Характеризуется прекрасным галопом и рысью, неимоверной старательностью, что позволяет ей быстро запоминать трюки, а благодаря своей выносливости, является отличной породой для скачек. Умение общаться с человеком заложено в животном на генетическом уровне, ведь издавна они активно взаимодействуют с людьми, и к человеку относятся с добродушием и покладистостью. Поэтому лошадь Апалуза является не только отличным скакуном, но и настоящим другом. Средняя стоимость составляет 14 тысяч долларов США. Альденбургская лошадь. Свое название порода получила в честь графа Антона Гюнтера фон Альденбургского, который сыграл важную роль в ее развитии, скрещивая импортированных из Италии и Испании жеребцов с старофрисскими кобылами. Его целью было получение крупного каретного коня, в результате чего возникла рослая мощная лошадь с высотой в холке около 180 сантиметров и относительно тяжелой конституцией. Первоначально породу нельзя было назвать очень красивой, ведь в отличие от других крупных пород, эти лошади быстро созревают, что и сделало их универсальными рабоче-крестьянскими лошадьми, в которых ценили силу и выносливость, а не внешние качества. Однако уже после Второй мировой войны, дополнительные вливания крови чистокровных верховых и французских селей позволили создать лошадь более изящную, чем ее ходившие в экипажах редки, вполне способную найти свое место в спортивном мире, одинаково хорошую под седлом и в упряжке. Характер же представителей этой породы славится своим дружелюбием и терпеливостью, внимательностью к человеку и большой сдержанностью. Сегодня современный альденбуржец – это компактная спортивная лошадь с красивой, четко очерченной головой и большими добрыми глазами, длинной и очень крепкой шеей, ярко выраженной холкой и глубокой грудью, длинными, мускулистыми и косыми плечами. В среднем стоимость животного варьируется от 10 до 50 тысяч долларов, в зависимости от масти и родословной. Американский пейнт-хорс.
Предками американского пейнхорса были испанские жеребцы, привезенные конкистадором Эрнаном Кортесом в 1493 году, во время второй экспедиции Колумба. Эти чистокровные верховые скакуны и ковбойские ватерхорсы со временем были скрещены, в результате чего и получилась новая порода – американский пейнтхорс. Изначально они получили распространение среди местных индейцев, считавших их волшебными и обладающими особой силой и дарами. Апачи использовали их в сельскохозяйственных работах, но со временем эти лошадки зарекомендовали себя в качестве быстрых и выносливых скакунов, чем позже и завоевали расположение уже у ковбоев. Простые же люди полюбили породу за красивый внешний вид и хорошую работоспособность. Ведь это очень дружелюбные и умные кони со спокойным характером, не крупные, в меру мускулистые, легко поддаются дрессировке и прекрасно понимают и выполняют команды. Приобретаются такие кони как для домашней работы, так и для выставок и верховой езды. При росте около 160 см в холке, имеют вес примерно до 500 кг. Продолжительность жизни животного около 31 года. Особенностью американских пейнхорсов является необыкновенный окрас. И если базовым считается вороной, гнедой и рыжий, то к довольно редким принято относить серебристых и шампанских скакунов. Средняя стоимость такой лошади колеблется в пределах $20 тысяч США. Если понравилось видео, жми на лайк, также буду очень благодарен всем, кто нажмет на колокольчик, так как вы первыми узнаете о новинках на канале. Напишите в комментариях, какая порода вам понравилась больше всего, и спасибо всем, кто досмотрел до конца. До встречи!